утро с нашей уютной террасы. Вот так позолотились колоски, которые я еще зелеными собирала весной. У меня тут кофе и домашний круассан. Кстати, рецепт круассанов есть в моем видео номер 53. Ну а Саня, как всегда, греется на солнышке на своем любимом месте. Сегодня мы собираемся поехать на Халкидики, но перед поездкой я хочу успеть испечь быстрый пирог с фруктами, так что день обещает быть вкусным и солнечным. Сейчас быстро пеку пирог на кексовом тесте со сливами и с абрикосами. Духовка уже у меня нагревается до 180 градусов. Масло сливочное мягкое, соль. Сахар. Рецепт, как всегда, оставлю в описании. Теперь по одному добавляю яйца. Сливы и абрикосы у меня сладкие, поэтому хочу добавить немножко кислинки. Здесь у меня лимонный сок. А теперь добавляем муку. Мука у меня здесь вместе с разрыхлителем. Долго перемешивать тесто не нужно, достаточно того, чтобы все ингредиенты смешались. Тесто кексовое, поэтому получается густое. Выпекать буду в разъемной форме, застеленной пергаментом и смазанной по краям сливочным маслом. А теперь равномерно нужно распределить по всей форме. Тесто распределила, а теперь буду укладывать фрукты. Фрукты уложила, а теперь посыплю сверху сахаром с корицей. И отправляю пирог выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку минут на 45-50. Пирог уже готов. Выпекался он 50 минут. Вот такой румяный и аппетитный он получается. У меня на канале есть еще несколько видео с похожими быстрыми пирогами с фруктами и ягодами. Но тесто везде разное. Мы уже подъезжаем к Халкидикам, а точнее к третьему пальцу этого полуострова. И первым населенным пунктом на нашем пути будет небольшой прибрежный городок Аспровальта. Он уже виднеется вдали, а добирались мы сюда примерно час. Расстояние от Кринидиса до Аспровальта составляет около 90 километров. Сегодня мы проехали мимо Аспровальта и заехали в другой прибрежный городок Ставрос. Сейчас немного покатаемся по Ставросу, припаркуемся, прогуляемся по улочкам, где-нибудь зайдем выпить кофе, перекусим и после этого поедем дальше, наслаждаясь видами Ситонии. Ситония – это тот самый третий палец полуострова Халкидики.
Зашли в местную пекарню, уже 11 час, и поэтому выбор остался совсем небольшой. Юра выбрал пиццу, а мне достался последний круассан. А вместо кофе у нас сегодня холодное какао. Мы уже выезжаем из Ставроса и направляемся в прибрежную деревню Стратони. Были там в прошлом году, и нам очень понравился тихий пляж с красивым морским дном. Поэтому в этом году решили снова искупаться и позагорать на этом пляже. Мы уже в Стратоне и едем к пляжу, проезжая тихие улочки этой небольшой прибрежной деревни. Ухоженные домики, цветущие деревья – все дышит спокойной и уютной атмосферой этого места. Камни какие красивые. Откуда такие камни? В тень надо встать. Добрались до пляжа. Пляж немноголюдный и тихий. Сегодня дует небольшой ветер, а на воде крупные волны. Но несмотря на легкий ветер, все равно жарко. И хочется поскорее окунуться в море и освежиться. Прощаемся со Стратони и направляемся в Олимпиаду, еще одну небольшую, но очень уютную и комфортную для отдыха приморскую деревню. А по пути, как обычно, если заметим какой-нибудь новый пляж, обязательно остановимся и немного полюбопытничаем. В прошлом году мы так за один день объездили 10 пляжей и выбрали для себя Ставрос, Стратони и Олимпиаду. Я сейчас стою на смотровой площадке, а внизу открывается вид на деревню Олимпиада с ее чистыми пляжами и уютными тавернами.
Мы уже спустились в деревню, сейчас покатаемся, припаркуемся и немного молча прогуляемся. Где-нибудь. Да, мы, по-моему, в прошлом году здесь же останавливались. Maar dat is prima, hè? Мы уже проголодались и сейчас выбираем таверну, где можно остановиться и пообедать. Мы выбрали таверну, которая называется Ак-Рояли. Нам очень понравилось. Все было вкусно. А еще за соседним столом играли на бузуках и пели греческие песни. Юра, привет! Принесли наш заказ, мы голодные как звери, кальмары, картофель фри мы уже поклевали, сувлаки ждали долго, но оно того стоило. И обычный салат простой из помидоров и огурцов, но с каперсами. Заправка очень вкусная. Приятного нам аппетита и всем, кто сейчас голодный. Обедаем под живую греческую музыку. Suave, suave, una
καρδούλα μου ραγίζουν και η καρδούλα άκου να προσπαθώ τον Άγγελε και να προσπαθώ να προσπαθώ τον Άγγελε και να προσπαθώ να κάνει μέσα στην πουλή εγώ να διαλάσω. После вкусного и веселого обеда перед отъездом домой мы решили еще раз окунуться в море, посидеть на пляже и подышать морским воздухом. Вот и закончилась наша прогулка по Халкидике. Я с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч в новом влоге.